что касается разгибания в коленных суставах, да, то есть вы должны понимать, когда у вас нога слегка присогнута, неважно, вы там стоите, либо вы, например, сидите с прямыми ногами, но она у вас слегка присогнута, вы должны понимать, что у вас не растянуто не только колено, у вас не растянута голень, у вас не растянуто бедро, у вас не дотянута, возможно, ягодица. Есть еще вариант, что у вас просто недорастянута спина. И вся эта вот цепочка, она может вам в моменте, когда вы сидите с прямыми ногами, да, подгибать коленный сустав. То есть здесь нужно начинать как со спины, так и для колена. Если это контрактура жесткая в коленном суставе спустя год, 2, 3, 5, то это должны быть аккуратные растяжки. Да, они могут быть с весом, но они начните с весом собственного тела и добавляйте по килограмму. То есть там, килограмм-два, и лучше подольше подержать. Лучше дольше, мне кажется. По времени, да. То есть вы берете небольшой вес и чаще, и подольше удерживаете этот вес. То есть вы садитесь, например, или вы сидите в коляске, вам кто-то берет вашу ногу, укладывает на какую-то поверхность, вот у вас присогнуто колено. Из этого положения на колено мы ничего не ложим, мы ложим чуть выше на бедро, чтобы на колено... Давай покажем. Давай. Возьми стула, пожалуйста, и там в этом. Видишь? Да, сижу. То есть вот таким вот образом выкладываете ноги. Я две выложил сюда. Сидел в коляске, короче, смотрите. Садился в коляску и вот так вот ноги выложил на уровень. То есть мне жена там, или сам уже потом научился, ложил вот прям на стуло. Вот просто ноги. Я не ложил сюда никакой вес. У меня тоже они были присогнуты, буквой «зю». Ложил, снимал коляску с тормозов, чтобы она каталась. И вот так вот сидишь час, два, и они под собственным телом выпрямляются и выпрямятся. Ну, конечно, не за день, не за два, и не надо за день, за два, чтобы они выпрямились. У нас там порвется все. Конечно. А так у меня нога вот так вот она, к примеру, когда я сажусь, когда слажу, уже вот так, чуть-чуть ниже. И в конце концов вот выпрямил я так свои ноги. Единственный момент, когда вы ложите, да, стопы, чтобы вот таким образом носки не разворачивались. Сейчас я посмотрю, видно там? Посмотри. Не, нельзя носки разворачивать. Да. Носки не надо разворачивать, надо подлаживать какой-то валик или что-то. Сюда вот вы что-то укладываете, для того, чтобы ваш носочек смотрел ровненько вверх. Это да. И ноги сначала под собственным весом. Ну просто все, у каждого вес ноги разный. И я говорю, можно взять, вы всегда берете малый вес в начале. То есть вы берете просто килограмм сахара, не знаю, да, и в пакетик, и этот пакетик на какой-то бинт, чтобы не пережимало, либо просто положили вот таким вот образом сверху и пускай лежит, примотали, например, эластичным бинтом. Тоже не намертво прибинтовали, а именно слегка. Нам нужен просто небольшой вес, потому что бывают ноги достаточно худые, и собственного веса может не хватать. Вот до килограмма вы берете на одну ногу, до килограмма на вторую, то есть 2 в общей сложности, на 2 ноги вы берете. И удерживаете там час, 2, 3, в зависимости от того, насколько вы терпите. Может сразу 3 и не надо. Может берете до 40 минут, до 30 минут на начальном этапе. И так делаем 5-7 раз. Когда уже потом легко вам, и вы просто будете сидеть с прямыми ногами или слегка присогнутыми, они не будут млеть, ну, пожалуйста, увеличивайте время. Ну, вы сразу поймете, как оно уже будет аж тянуть, млеть. Ну, надо чуть-чуть терпеть, потому что как бы... От того, что вы уложите 5 килограмм и просидите 3 часа, вы только себе навредите этим. Потому что ваши связки еще не готовы, особенно если вы сразу это делаете. Потому что вы сразу не готовы, точнее ваши связки не готовы настолько растянуться. А это, представьте, это как резинка. Причем... Своя родная. Да, своя родная резинка, которую вы растянули, да, и держите 3 часа. В зависимости от того, насколько новая резинка, вы же понимаете, да, то есть так она и вернется в обратную сторону. То есть если это молодой организм, да, и связки эластичные, подвижные, как у деток, да, то есть они заживают и все остальное, то вы растянули, и она назад вернулась в исходное положение. Но вы возьмите вот просто ткань материала, да,
который с эластаном идет, и растяните его, и подержите. Когда вы подержите так 3 часа, вы вернете и увидите борозды на этой ткани. Вот приблизительно то же самое происходит с вашей связкой, с вашей мышцей, которую вы перерастянули и подержали очень длительный период времени. Ей нужно вот этой вот волной вернуться в исходное положение. И не факт, что она вернется, если вы нарушили правильность наложения укладки.